Всем привет, это Руслан Невеев. Начинаем февральские сводки. Сегодня 7 число на календаре. Мои ожидания не оправдались. В прошлой сводке я говорил, что в подсчетах аналитических команд по продвижениям России за январь мы увидим антирекорд. Если посмотреть данные украинского мониторингового проекта Deep State, то можно увидеть, что темп продвижения России в январе упал в 2 раза по сравнению с декабрем. Это много, но я ожидал сильно больше. Финская независимая аналитическая команда Blackbird Group пришли к выводам, что наоборот, темп продвижения России даже немного вырос по отношению к декабрю. Они отдельно отмечают, что тоже ожидали, что в зимние месяцы резко упадет темп продвижения российской армии, но этого не случилось. Почему такая разница в подсчетах между разными командами? Во-первых, это объясняется туманом войны. Для подсчета темпа ведь нужно четко очерчивать границы линии контроля территорий. А в нынешней войне это сделать все сложнее и сложнее. И у нас, аналитиков, очень часто расходятся мнения относительно того, под чьим контролем сейчас находится тот или иной населенный пункт. Во-вторых, отсюда следует и то, что часть продвижений могут переноситься на следующие месяцы. Например, я говорил, что, по нашему мнению, Deep State часто запаздывает с реальным отображением ситуации. Поэтому часть того, что Blackbird Group уже почитали как захваченное, Deep State почитает уже в феврале. Отсюда и такая разница. Что касается пророссийских ресурсов, таких как сливочный каприз, то по их оценкам темп продвижения российской армии в январе был точно такой же, как и в декабре прошлого года. Теперь давайте переместимся к актуальным событиям по линии фронта. Прошлую сводку я начал с рассказов про микроплацдармы. И за прошедшую неделю некоторые из них чуточку увеличились. Честно говоря, я не собирался об этом упоминать в сводке, потому что это ни на что не влияет, пока не натолкнулся на комментарий Александра Сырского. Он в комментарии изданию РБК Украина сказал, что в 2025 году вооруженные силы Украины провели 3 наступательных операции, 2 из которых были на территории России, а именно в Белгородской и Курской областях. И вот я, когда прочитал это, сначала даже впал в легкую панику. Что за наступление в Белгородской области? Почему я ничего такого не помню? Что мне отвечать, если сейчас журналисты об этом спросят? И потом я все-таки понял, о чем речь. Это был март прошлого года, Красноярушский район Белгородской области, бои за поселок Демидовка, который находится в 1,5 километрах от границы. То есть такой же микроплацдарм, как селами Комаровка, Гробовская и Дегтярная. Я такой масштаб атак не готов называть наступательными операциями, честно говоря. Вот если бы я вам сказал, что в декабре-январе армия России провела сразу множество наступательных операций в Сумской и Харьковской областях, вы бы подумали про вот эти микроплацдармы? Скорее всего, нет. Скорее всего, вы бы точно так же опешили, вопрошая, какие еще наступления? Почему об этом не было какой-либо информации? Идем дальше. В Харьковской области украинские войска зачистили очередную часть центра города Купянска. Он все еще не до конца зачищен, но все ближе к этому состоянию. За прошедшие недели что только не предпринимала российская группировка войск «Запад», пытаясь сократить разрыв между заявлениями Герасимова и тем, что есть по факту. Мы видели переброску дополнительных подразделений на Купянское направление. Видели, как посылают отдельные группы штурмовиков с российским флагом, надеясь, что они смогут добраться до Купянск-Узлового и помахать флагом бесплотнику. Видели эти постановочные видео, где якобы российский солдат ходит по Купянск-Узловому, при этом снимает себя снизу вверх, чтобы невозможно было геолоцировать местность. На данный момент все эти усилия тщетные, результата не дают. Понемногу продвигаются российские войска на Славянско-Краматорском направлении, в районе Закотного, Резниковки, Никифоровки и Приволья. Этот восточный фланг направления пока самый результативный в сравнении с 2 другими флагами атаки на Славянско-Краматорскую агломерацию. Лиманский фланг, Лиманское направление, подзависло. Возможно потому, что их ресурсы сейчас заняты ситуацией с заявленным Купянском. А Константиновский фланг еще очень далек от своей развязки. За город там еще воевать и воевать. Есть продвижение в районе Покровска и Мирнограда. Более того, появилось видео, как российские военные уже целыми колоннами бронетехники катаются по Покровску. Впервые российская бронетехника появилась в Покровске еще несколько месяцев назад. Но вот тут они уже прям совсем свободно перемещаются. Плюс, вспомните, как я в прошлой сводке цитировал издание «Украинская правда», которое рассказывало, что российские военные развернули на Мирноградском направлении артиллерию. Появились сообщения о диверсионных группах в поселке Гушугум Запорожской области. И вот это практически окраина города Запорожье. Но это не является показателем чего-либо.
Пара штурмовиков могут добежать куда угодно, даже на вот эти 10 километров вглубь украинских позиций. Но это не значит, что российские войска уже приближаются к региональному центру. Сейчас эти штурмовики воспользовались фактором холодной погоды плюс высохшим Каховским водохранилищем. А вот настанет весна, снег растает, местность станет болотистой, и уже не получится так бегать. Связки с фронтами давайте поговорим про Старлинки. Благодаря контактам министра обороны Украины Михаила Федорова с руководителем SpaceX Илоном Маском быстро идет внедрение ограничений для терминалов Starlink, работающих на территории Украины. Началось все с введения ограничений скорости перемещения терминала в пространстве. Если терминал двигался со скоростью выше 75 км в час, то он резко урезал скорость интернет-трафика. А если он двигался со скоростью выше 90 км в час, то он выключался совсем. Это повлияло только на беспилотники. Дальше ввели белые списки. И, похоже, они уже начали работать. Потому что Z-каналы сообщают об отключении стационарных терминалов тоже, которые никуда не двигаются. Вроде бы как ожидалось, что сбор серийных данных украинских терминалов Starlink займет пару месяцев. И только потом начнут вводить белые списки. Но ввели уже сейчас. Насколько это критично для России? Выскажу непопулярное мнение, считаю, что не критично. Да, это создает кучу геморроя. Но я не считаю, что на Старлинках была организована вся военно-полевая связь армии России, как это сейчас многие пытаются преподнести. Да, есть куча нытья от Z-каналов, про то, как все плохо, что рухнуло буквально вот все. Но это абсолютно рядовое нытье, перекрученное, гипертрофированное на эмоциях. Точно так же я помню, как много раз говорил, что удары по нефтеперерабатывающим заводам и топливохранилищам напрямую на войну не влияют. Топливного кризиса в армии не будет. И находились люди, которые, ссылаясь на нытье какого-нибудь российского солдата о том, как им не дают топлива, пытались убедить меня, что это эффект от ударов по НПЗ. Экономически, да, похоже, что эти удары влияют на Россию. Но вот в плане поставок топлива на фронт нет. Не было ни одного, хоть сколько заметного, топливного кризиса в армии России за эти 4 года полномасштабной войны. Поэтому повторю свою мысль. Все вот это вот нытье, эмоциональные посты – это гипертрофированные эмоции. На них нельзя ориентироваться, пытаясь оценить эффект от принятых мер. Тем более, что подборки таких постов составляются очень тенденциозно. Чем более эмоционально написан пост, с большим количеством мата и эмоций, тем больше у него шансов попасть в такую подборку. Если же он написан спокойно, рассудительно, с оценкой реальных последствий, шансов попасть в подборку у него минимум, потому что он изначально просмотров мало соберет в этом таблоидном мире. Я уверен, что бан российских терминалов Starlink будет иметь очень ограниченное влияние на армию России. И нет, у российских вооруженных сил сейчас не исчезла вся военно-полевая связь по мгновению щелчка пальцев Илона Маска. То, что Starlink в армии России применялись очень ограниченно, я уверен еще и потому, что если бы на них была основана вся военно-полевая связь армии России, то украинская военная разведка знала бы об этом. Прям 100%. И они бы сильно раньше договорились бы с компанией SpaceX, чтобы вести белые списки. Неужели вы думаете, что раньше украинская армия спокойно относилась к тому, что якобы вся военно-полевая связь России держится на Старлинках? Но вот стоило им поставить терминалы на несколько беспилотников, как сразу ВСУ такие: «Ох, ужас какой! Илон, срочно помогай!» Да нет, конечно. Раньше такой потребности не было, потому что военная связь России никогда не была завязана так плотно на Старлинке. А вот сейчас российские терминалы действительно стали опасными, потому что их начали ставить на беспилотники. И назначение Михаила Федорова на должность министра обороны тут тоже ни при чем. Он, конечно, молодец, но и без него мы могли бы связаться и договориться со SpaceX и с самим Илоном. Через Буданова, Сибигу и много кого еще. Да и Федоров не вчера в общественном поле появился. Он раньше был министром цифровой трансформации Украины. Так что даже если представим такой абсурд, что ну вот никто не может связаться со SpaceX и Илоном Маском в Украине, кроме Михаила Федорова, его точно так же могли задействовать и раньше, попросить его написать Илону. Поскольку я высказываю сейчас очень непопулярное мнение, я понимаю, что под роликом будет 10 тысяч комментариев о том, как я не прав. Окей, если вы правы, то так-то еще в прошедшие дни должна была случиться катастрофа по линии фронта для российской армии. Ну окей, давайте еще неделю подождем. Если все вот это вот нытье зетников нисколько не перекручено, то везде, по всем участкам фронта, российских солдат можно брать сейчас как слепых котят. Даже в условиях жесткого дефицита резервов, который наблюдается у ВСУ. Вы представляете себе, что это такое?
фактически полностью ослепнуть, остаться без связи в условиях войны. Вы думаете, максимальный эффект от такого – это посты в Telegram? Нет, эффектом должно быть рухнувшее управление войсками, а как следствие – полная дезорганизация на передовой и повсеместные прорывы украинской армии сквозь российские позиции. То, что мы видели в контексте контратаки на Купинском направлении, должно уже несколько дней идти на большинстве участков фронта. Но этого нету и не будет. Потому что Starlink никогда не был основой всей военно-полевой связи России. Где-то использовался, но основой не был. С другой стороны, белые списки терминалов Starlink потенциально открывают для Украины новые возможности. Вот раньше терминалы не работали на оккупированных территориях. Теперь же ничто не мешает включать эту возможность для терминалов, находящихся в белых списках. И можно их ставить на беспилотники, летящие по военным целям где-нибудь в районе Донецка, Луганска и Севастополя. Прояснился ребус с энергетическим перемирием. Отвечая на вопросы журналистов, Дональд Трамп заявил, что он договаривался с Путиным о прекращении ударов по энергетике с воскресенья по воскресенье, то есть с 25 января по 1 февраля. У нашей команды есть отдельные сводки по обстрелам энергетической инфраструктуры, и мы фиксировали удары по украинской энергетике с 25 по 29 января включительно. Ударов не было только 30-31 января, а также 1 февраля. Честно говоря, я ожидал, что Трамп просто закроет глаза, проигнорирует эти удары. Это нарушение данных обещаний. Но он превзошел все самые смелые ожидания. Американский президент заявил, что Путин сдержал свое слово и целую неделю не бил по украинской энергетике. Не знаю, видимо, Трамп пересмотрел «Интерстеллара», и теперь один день на планете Земля равен 2 дням в его вселенной. Так и превратились эти 3 фактических дня без ударов по энергетике в целую неделю. Но главное, что тут стоит отметить, что Путину удалось угодить Трампу. Ведь все вот эти вот попытки переговоров, заявления, они строятся вокруг одного. Нужно показать Трампу, что ты хороший, а твой противник плохой. Что ты идешь на уступки и компромиссы, а вторая сторона нет. И вот с одной стороны, Путину по факту это не удалось. Потому что не было недели без ударов по энергетике. С другой стороны, удалось. Потому что вы сами слышали от Трампа, какой Путин молодец. Не знаю, может Трамп тоже свои выводы делает на основе подборки нытья каких-нибудь телеграм-каналов? Это многое бы объясняло. 2 февраля удары по энергетике возобновились. Как раз в особенно сильно ударившие морозы. Под особенно сильными ударами опять Киев. Там критически повреждена Дарницкая ТЭЦ. Важно отметить, что основным продуктом этой теплоэлектроцентрали является обеспечение теплом домов, а не электричество. Так что это тем более не вяжется с заявлениями Минобороны России, что они бьют по объектам энергетики, которые обеспечат электричеством украинский военно-промышленный комплекс. Дарницкая ТЭЦ настолько повреждена, что на ее восстановление уйдет пара месяцев. При этом есть больше 1100 домов, которые невозможно временно подключить к какой-то другой ТЭЦ. Поэтому тепла в этих домах не будет до конца зимы. Получается, жителей этих домов нужно эвакуировать. Главная новость последних пару дней – это покушение на генерала Владимира Алексеева. По крайней мере, на момент записи этой сводки он еще был жив, в критическом состоянии. Так что это покушение. Владимир Алексеев является заместителем начальника Главного управления Генштаба России. Это то, что раньше называлось ГРУ, то есть Российская военная разведка. И многие из вас уже видели Алексеева чуть больше пары лет назад. Он был одним из тех генералов, который вел переговоры с Евгением Пригожиным во время мятежа последнего. Алексеев был с ним в Ростове, и после мятежа даже какое-то время подозревался в пособничестве этому мятежу. До ростовских событий он в том числе курировал группировку Вагнера. Евросоюз называет его ответственным за перевозку боевого отравляющего вещества «Новичок» в Солсбери во время покушения на Скрипалей. Начальник Алексеева, адмирал Игорь Костюков, является сейчас главой переговорной группы России на встречах в Абу-Даби. Поэтому уже появились обвинения со стороны России, что это попытки Украины сорвать переговоры. Это далеко не первое такое покушение на высокопоставленных российских военных в Москве. Но Алексеев из всего этого списка один из самых высокопоставленных. В апреле прошлого года был убит заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба России генерал Ярослав Москалик. Он, кстати, тоже входил в переговорную группу. И вот сейчас тоже уже пошло нытье Z-каналов о том, что почему не могут обеспечить нормальную охрану российским генералам в Москве. Сколько же таких случаев было? Честно говоря, я думаю, что даже этот случай сильно ситуацию не поменяет. Перейдем к другим новостям.
Генштаб Украины заявил, что в январе они нанесли удар по полигону Капустин-Яр в Астраханской области. Именно с этого полигона запускали ракеты комплекса «Орешник». В своем заявлении Генштаб ВСУ отметил, что для атаки они применяли ракеты «Фламинго», и атака была успешной. Вы знаете, что я часто критикую производителя этих ракет, поэтому, конечно, такую новость я не мог обойти стороной. Сам Генштаб Украины каких-либо снимков последствий и доказательств успешности удара не публиковал. Те снимки, которые сначала появились в телеграм-каналах, оказались не относятся к этой атаке, и на них были видны следы от попадания украинских беспилотников, а не ракеты «Фламинго». И уже потом издание Defense Express опубликовало ужаснейшего качества спутниковые снимки, на которых они смогли как-то рассмотреть что-то напоминающее по очертаниям кратер, что как раз уже больше похоже на применение ракеты «Фламинго». Нам же остается только ждать появления более качественных спутниковых снимков. Если мы действительно увидим кратер, то тогда это плюс одно применение «Фламинго» на очень большом промежутке времени. Это вот все к вашим постоянным вопросам о том, что есть ли у Украины возможности для нанесения ответных ударов по российской энергетике. Причем так, чтобы они были чувствительны. Ну и, кстати, со 2 февраля действительно пошли ответные удары по российской энергетике в Белгородской области. Губернатор Гладков чуть ли не каждый день сообщает о серьезных повреждениях объектов энергетической инфраструктуры и том, что пока не удается полностью восстановить электроснабжение. К сожалению, я пока не встречал настолько же детальных данных по масштабу ущерба, как это можно собрать по украинской стороне. Но в любом случае, беда жителей Белгородской области в том, что Владимиру Путину на их проблемы наплевать. Он прекрасно понимает, что когда он запускает ракеты по Украине, в ответ прилетят ракеты и беспилотники по Белгороду. И его это полностью устраивает. Главное, что не по Москве. Такие вот новости у нас были на этой неделе. Увидимся с вами в следующие выходные. Пока.